Итак, всем привет. Продолжим говорить о бакостроении. Вообще, насколько это интересный и занимательный процесс в концепции паромоторов. Здесь я достал то, что у нас сейчас есть в наличии. Да, это основание рамы 1520. То есть сюда можно поставить 140 винт на это ограждение. И это ощутимая прибавка по тяге. И, соответственно, основание должно быть чуть повыше. И у нас бак вот специально, вот видите, приподнят над землей для того, чтобы быть, из-за того, что удлинилась нижняя часть. Вот это основание более широкое, оно подходит для таких моторов, как Polini, Sky, для того, чтобы установка была более устойчивой. Так как двигатель более пузатый, нежели Monster, то есть он более такой глубокий, то стандартной глубины ограждения не хватало, и рама все время заваливалась на мотор. Чтобы этого не было, вот основание чуть поглубже, и, соответственно, вот можно увидеть, что вот разница такая в основаниях. Это вот стандартный, видите, он такой низкий треугольник. Это стандартный 1420 вариант под Monster. Сюда ставится бак на 15 литров и пропеллер 125-130 сантиметров. И вот есть вот увеличенное такое основание под 18-литровый бак. Да, здесь стоит сейчас 15-литровый, а вот 18-литровый бак сзади лежит. Вот он в сравнении, да, более пузатый, он как раз вот в это основание залезает. Это также можно поставить, например, и на Polini тоже 18-литровый бак, и вплоть до 22-литрового. Вот мы недавно собирали 22-литровый. Ссылка будет в описании на пост в Instagram. Вот так вот. Хотел еще затронуть аспект анодирования. Вот здесь у нас стоит рама с анодированием прошлого года, да. То есть здесь контрагент применял одни красящие пигменты, да, а вот здесь уже другие красящие пигменты. После анодировки, после очищения поверхности, финальная стадия — это нанесение, собственно, красящих пигментов, да. И вот здесь они неустойчивы к солнечному свету, а здесь устойчивы. То есть здесь анодирование устойчиво к солнечному свету, а здесь неустойчиво. Вот здесь с течением времени оно становится таким более белесым, а здесь остается таким черным, насыщенным, ярким. И вот теперь у нас все рамы мы используем вот такой процесс анодирования. Ну и хотел напомнить, что у нас также есть и красная, и синяя, и золотая рамы. То есть используем. И это тоже устойчивые к солнечному свету пигменты, и с течением времени не выгорают, начиная с этого года.